Привет! В этом видео я покажу тебе, как пользоваться Helium 10. Это полный обзор всех инструментов Helium 10 от А до Я. И после просмотра этого видео ты поймешь, как все инструменты Helium 10 работают, что такое Helium 10 и нужен ли он тебе вообще. И также в описании этого ролика ты найдешь тайм-коды для всех инструментов. То есть ролик будет очень длинный, я так представляю, потому что будем проходить по всем тулам. И если ты ищешь какой-то специфический инструмент, то просто кликни на нужный тайм-код в описании этого ролика, YouTube тебя переведет на это время, и так ты сможешь сэкономить себе время и найти то, что ты ищешь. Также в описании этого ролика ты найдешь скидки для Helium 10. Будут две скидки. Вова 50 даст тебе 50% скидки на первый месяц, и Вова 10 даст тебе 10% скидки каждый месяц на Helium 10. Чтобы использовать эти скидки, просто кликай вот сюда справа, когда у тебя будет бесплатный акт для Helium. Справа будет Helium 10 Plans написано, кликаешь сюда, и здесь будет опция вставить этот код. Также я скажу тебе, что если ты используешь мой код, то я получу часть сделки от Helium 10 на свой банковский счет. Это не будет стоить тебе больше денег. Таким образом, ты просто сможешь поддержать мой бесплатный контент. Также у меня есть канал на английском, где есть более 200 роликов на английском языке для продавцов Amazon Private Label. Ну что, поехали. Значит, начнем работать так. Слева у нас есть все инструменты. Пойдем сверху вниз и будем общаться, рассказывать буду тебе, как они работают. Надеюсь, тебе понравится этот ролик. Если понравится, пожалуйста, лайкни, поделись с друзьями. Хорошего тебе дня. Поехали. Значит так, мы сейчас на homepage от Helium 10. Это главная страничка. Давайте начнем с поиска продукта. И также хочу сказать, что разрешение Chrome для Helium 10, также мы будем сегодня о нем говорить, я покажу, как он работает. Вот, значит, поиск продукта. Black Box, первая часть. Что такое Black Box? Смотри, в Амазоне есть очень много продуктов, прям миллионы продуктов. И также Helium 10 выкачивает эти все продукты к себе на софт и может делать тебе выдачу этих продуктов, окей? То есть через Helium 10 можно искать продукты по разным критериям. В пример, вот у нас есть Products. Первая часть Helium 10 Black Box это Products. Через Products мы можем искать со всей большой pool of products, то есть большого количества продуктов, которые есть в Helium, мы можем вытащить специфические продукты по критериям. Например, давай попробуем. Значит, возьмем категорию. Первая вещь это категория. Давай, например, выберем категорию. Что-то не могу кликнуть нормально. Категория Home and Kitchen. Значит, все продукты, которые сейчас будут выдавать на Black Box, будут в категории Home and Kitchen. Теперь monthly revenue. Это сколько денег в месяц в обороте делает этот продукт, который мы увидим. Опять же, эти цифры, они не супер точные, потому что Helium выкачивает данные и со своими алгоритмами это все высчитывает. Он не может знать точные данные, но они довольно-таки похожие на реальность, если сравнивать с настоящими цифрами. Давайте возьмем в пример $10 тысяч минимальный оборот в месяц продуктов Home and Kitchen. Стоимость этого продукта будет минимум, например, $30, максимум 33. Количество отзывов на этом продукте будет, например, от 12 до 79 отзывов. Окей? И минимальный рейтинг продукта будет, например, 3.5, а максимальный будет 4.2. Окей? Маленький хак, если хотите найти хорошие продукты хотя бы для Private Label, вы можете искать продукты, где рейтинг продуктов низкий, но все же они делают хороший оборот денег. Значит, ниша живая, люди покупают, хотя рейтинг низкий, и поэтому можно улучшить продукт, чтобы рейтинг у вас был лучше, и тем самым продавать больше. Okay? И также есть много разных критерий, которые можно вставить сюда. Давайте по базовому вот так вот вставим review count, review rating, кликнем search. Теперь, когда мы кликаем search, Helium 10 выдаст нам продукты, которые мы ищем. Давайте посмотрим. Нашел 126 продуктов разных по вот этим вот критериям. И здесь будет написано, что за продукт вы получили, сколько у него отзывов, сколько он стоит, сколько он продает в месяц, какой у него оборот в месяц, какой у него BSR, bestseller rank. Если вы помните, BSR на Амазоне это ранг продукта, то есть если у продукта BSR 1 в категории Home and Kitchen, то значит со всех продуктов Home and Kitchen этот продукт первый на Амазоне. Если у него BSR 1000, значит он тысячный, то есть его место от всех продуктов Home and Kitchen 1000. Окей, это BSR. И вот тут разные продукты, которые выдал Helium. Теперь таким образом можно искать продукты. То есть можно искать продукты просто на amazon.com, можно через Google искать продукты, через Pinterest. Просто это очень удобное место, поскольку здесь есть очень много даты, a lot of data. Здесь есть много разных дата-поинтов, на которые мы можем базироваться. Например, как отзывы, оборот в месяц. И отсюда мы можем дальше искать. То есть менять эти разные критерии, и Helium 10 будет выдавать нам разные продукты. К
принципе, так работает Blackbox, то есть по разным критериям, которые мы выдаем, будем искать продукты. Можно чуть по-другому искать. Есть продукт, то есть, видите, он здесь нам выдал продукты, да, разные по вот этим критериям. Например, разные тут стулья, это точнее оболочка для стула, если так можно вообще сказать на русском языке. Теперь интересный факт, пару секунд, я сам родился в Украине, в Запорожье, в 99 году переехал в Израиль, соответственно, русский язык у меня, не на супер высоком уровне, но я читаю книги, стараюсь его поддерживать, улучшать. Вот то, что вы слышите, то, что вот получается. Ладно, поехали дальше. Это продукт. Здесь мы из большой тучи продуктов вытаскиваем то, что нам надо. Дальше есть также keywords. Keywords — это примерно похожий подход, то есть через тот же Blackbox. Мы также можем искать продукты, но через ключи. Давайте я вам покажу, что это значит. То есть, пример. Мы ищем ключевое слово, окей, у которого есть минимальный поиск 10 тысяч поисков в месяц. Окей, это опять же такой специфическая цифра от Helium 10. То есть Helium 10 подсчитывает, что есть 10 тысяч поисков в месяц на этот продукт. Опять же, на самом деле, возможно, чуть-чуть меньше, чуть-чуть больше, но примерно по их алгоритмам они это вычисляют. То есть какой-то ключ, который будет тянуть как минимум 10 тысяч поисков в месяц. По этим ключам средний, например, review count, количество ревью будет от 50, например, до 150. И минимальный оборот будет 15 тысяч в месяц, пример, да? И цена продукта $40 минимум. Опять же, кликаем Search, и теперь он нам выдаст не продукт, а ключи, которые связаны с этим продуктом. То есть, например, вот Hunting Tree Stands, он выдает нам ключ и показывает, сколько его ищет в месяц, сколько стоит этот продукт, сколько он крутит в месяц, сколько у него отзывов. Также мы можем кликнуть View on Amazon, и нас кинет на Amazon Helium 10, и тут мы можем увидеть эти же продукты просто на Амазоне. Окей, это какой-то стульчик для дерева. Прикольно. Стульчик, который прикрепляется к дереву, и можно сидеть на дереве, я так понимаю. На самом деле, каждый раз, когда я ищу продукты, у меня взрывается мозг, потому что я такой, нифига себе, какие разные продукты существуют. Но суть не в этом. Суть в том, что через Blackbox мы можем искать продукты. Теперь я вам скажу так, что у меня есть на английском, правда, на русском надо побольше роликов делать для вас, для тебя, где на английском языке у меня есть ролик, где я 12 часов делаю поиск продукта на YouTube. Бесплатное видео, это как курс, без каких-либо апселлов, просто я сел какой-то день, это было, когда вот пандемия началась, там в начале весны, по-моему, я решил запилить ролик длинный, там 12 часов я ищу продукты. Значит, он здесь сверху появится в cart, на английском ролик, да? И в описании также ты найдешь этот ролик. 12 часов поиска продуктов, я пользуюсь Helium 10, там очень глубоко, и реально 12 часов ищу, все мои знания по поиску продуктов выдаю, очень интересно получилось. И также в описании того ролика есть тайм-коды, чтобы тебе легче было через 12 часов передвигаться. Ну, вот это Blackbox, то есть, по большому счету, опять же, много продуктов, и из них Helium 10 нам выдает по нашим критериям, которые мы вбиваем сюда. Вот в том ролике я объясняю глубже, какие критерии вбивать, потому что если бы сейчас я тебе показывал бы, просто in-depth, как это все делать, скорее всего, это взяло бы час, может несколько часов. Ну вот, по большому счету, так работает Blackbox. Классная тулзовина, очень много продуктов выдает, и мне нравится. Вот, давайте дальше. Следующее это Helium 10 Trendster, Amazon Trends Finder. Ищи тренды на Amazon. Как это работает вообще? Что это такое? Здесь мы можем найти тренды разных продуктов. Давайте посмотрим, как это работает. Helium 10 просит ASIN и Keyword. Давайте возьмем, пример, продукт. Какой хотите продукт? Cutting board, давай, cutting board. Cutting board это доска для того, чтобы резать там на кухне разные вещи, правильно? Давайте возьмем какой-нибудь ASIN, вот этот, скажем, 7900 отзывов. Также вытащим ASIN и посмотрим, что за тренды покажет нам Helium 10. Окей, что значит тренды? Тренды по продажам, сейчас покажу вам. Возьмем вот этот вот ASIN и возьмем ключ. Ключ у нас какой? Cutting board. Окей, cutting board и вот этот ASIN. Кликаем Start Trendster. Сейчас покажу вам, что это вообще такое. И что показывает нам Helium. Теперь, он выдал нам два графа. Теперь вы такие, что это за граф вообще? Так, значит, справа это граф Google Trends. Он покажет, как этот ключ работает в Гугле. То есть в Гугле люди ищут разные ключи. И есть такая вещь, называется Google Trends, тренды Гугла, которые можно, в принципе, с 2004 года искать тренд по ключу. Например, если в Google вбить ключ Cutting Board, вот он показывает, что за последний год тренд работал вот так вот. То есть у нас в декабре 2019 был
пик, это подарки, всякое такое, да, как сейчас вы видите, тоже очень большой подъем, это потому что подарочный продукт. Вот, но очень сильный спад был в марте. Это была пандемия, мне кажется, 2020 год, и тренд как бы упал. Меньше людей искали каттингборд в Гугле. Сейчас ищут больше. Теперь смотрите, это Google, это не Amazon, да? Но все же по Гуглу можно много чего понять, потому что в Гугле есть статистика с 2004 года. На самом Helium он выдает статистику за день, за неделю, за месяц, за год. Если пойти в Google Trends, google.trends, то вы сможете найти статистику с 2004, окей? А слева это граф на самом Амазоне этого специфического продукта. Теперь я объясню, что это за граф. Этот граф у нас также присутствует на страничке продукта. Вот здесь, вот как вы видите, я сейчас перешел на страничку продукта. И вот этот граф у нас опять здесь появляется. Давайте объясню, что это за граф и как его вообще читать. Хотя мы дойдем до этого чуть позже в видео, когда мы будем работать с разрешением Chrome. Но все же давайте сейчас я покажу вам, поскольку мы в Trendster. Значит, у нас есть цена слева, снизу есть дата, то есть какая цена, какая дата. Значит, желтый граф это list price, это цена, которая внутри Амазона описана, она нас не совсем интересует, нас больше интересует new price. New price это цена на самом деле на Амазоне, по которой продается продукт. А красный граф это BSR, это тот же самый bestseller rank. То есть, пример, 5 марта 2020 года цена этой деревяшки была 24,97, а ее BSR был 708. Окей? Таким образом можно просто смотреть историю продукта. Когда вы хотите понять тренды, помните Trendster, да? Тренды продукта, как он работал вообще, например, в 2020 году, вот 4 сентября 2020 года, в 7 часов цена была 27,96 и ранг этого продукта был 31 в его же категории, по-моему, категория Home and Kitchen. И таким образом можно смотреть несколько осинов в то же время, смотреть тренды. Для чего это хорошо? Опять же, это для поиска продукта, для понимания ниши. То есть, если вы хотите посмотреть, так, меня интересует этот продукт, давайте вообще посмотрим, как он работал за все время. Вот он запустился в 2019 году. И как он вообще работал с того времени, как он запустился. Вот у него здесь out of stock был. Как мы можем понять, что это out of stock? Обычно на Helium 10, когда пропадает параметр цены, да, и BSR взлетает вверх, обычно так, то это значит out of stock. То есть продукт был не в стоке, его не было в наличии, поэтому пропала цена. Ну, так оно работает на Амазоне. И начал BSR подниматься вверх. Он очень быстро вышел с out of stock, кстати, буквально за неделю. Это круто. Если у вас долгий out of stock, будет тяжело потом опять начать продавать. И Trendster довольно-таки удобная штука. На самом деле я ей не особо пользуюсь, потому что я предпочитаю ходить в Google напрямую или на Amazon напрямую. Но в одном месте, если вы хотите посмотреть несколько продуктов, как был тренд, то вот просто вставляете здесь осины, кейворды и смотрите опять же, до all time, а справа Google Trends у вас есть до года. Прикольная штука для продукта. Дальше. Есть поиск ключей, Keyword Research. Также на Амазоне мы ищем ключи, чтобы вставить их в наш листинг, чтобы как можно больше релевантных покупателей могли найти наш продукт. И в пример у нас есть Cerebro. Это первый тул. Что такое Cerebro? Cerebro это reverse ASIN. То есть мы можем взять ASIN продукта. ASIN это вот этот вот код, да, как вы помните, сверху его можно найти в URL продукта, можно скопировать его, это ASIN, так называется, я не помню точно, SSS что-то Identification Number, не помню точно, как это проговорить ASIN, но ASIN это специфический номер для каждого продукта. Теперь в Cerebro мы можем вставить этот ASIN, и Cerebro нам покажет, какие ключи и на каких позициях ранкуется этот продукт. Это очень крутая тулзовина. Почему? Потому что если мы нашли какой-то продукт, и мы хотим знать вообще, где он продается, и вообще какие ключи в этом продукте существуют, мы можем использовать Cerebro. Давайте покажу, как это делать. Например, давайте вставим вот этот же ASIN, этот же продукт, и нажмем Get Keywords. Сейчас, когда мы нажмем Get Keywords, мы получим все ключи этого продукта, где он ранкуется. Реально классная тулзовина, очень-очень хорошая. Давайте покажу, как ей пользоваться и вообще, что она дает. Теперь, вот мы нажали здесь искать, и что нашел нам Cerebro. Он показывает, что этот продукт ранкуется на 12 395 кейвордах, то есть ключах. Okay? Эти ключи мы можем сортировать по разным критериям здесь. Например, как Search Volume, это количество поисков на Амазоне этого продукта. Теперь мы, скажем, можем посмотреть по самым большим поискам к самым маленьким. То есть, что мы здесь видим? Например, по слову cutting board, которого есть поиск в месяц 300 тысяч поисков,
Этот продукт ранкуется органически на первом месте. Вот справа вы видите Organic Rank 1. А также на слове Serving Tray, что это не совсем слово, которое подходит к этому продукту, он на 54 месте. Или Wood Cutting Board, он на 6 месте. Sponsored Rank, например, это где он по рекламе ранкуется. То есть по рекламе он на 44 месте. Это примерно вторая страница. Okay. И также есть очень много разных других критерий. Так вообще, в чем прикол этого Cerebro? Опять же, прикол большой в том, что мы можем найти все ключи, по которым ранкуется этот продукт. Но давайте я вам покажу еще одну прикольную фичу, что если вы хотите посмотреть, какие самые сильные ключи этого продукта, мы можем сделать следующее. Например, мы возьмем Search Volume, это поиск в месяц, то есть скорее, сколько раз ищут какой-либо ключ в месяц. Например, мы хотим увидеть ключи на этом же продукте, который мы уже выкачали, да, в которых есть как минимум, например, 5000 поисков в месяц. Окей? Мы хотим видеть только большие ключи, потому что есть ключи, которые, ну, из этих 12 тысяч, там, у них там месячный search volume будет, например, 100. Что тоже прикольно, но если мы хотим увидеть, например, самые сильные, мы чуть-чуть сделаем поменьше наши критерии поиска. То есть, например, 5000 search volume, и вот есть прикольная тема, называется Organic Rank, органический ранг этого продукта. Что это значит? Мы хотим увидеть ключи, которые находятся на позиции от 1, то есть это самая первая позиция в Амазоне, до 20 позиции. То есть, например, сейчас, когда я нажму Apply, мы увидим ключи, которые только в топе. Мы увидим ключи, на которых он ранкуется на 20-х первых позициях, и также ключи, у которых как минимум 5000 поисков в месяц. И что получилось? Смотрите, из 12 тысяч поисков, точнее ключей, которые мы нашли, у нас есть всего лишь 37 здесь теперь. Окей? На которых у нас есть очень много search volume, как вы видите, и также, где этот продукт ранкуется на высоких позициях. То есть, вот, например, у него ключ Chopping Board, Cutting Board Wood, Cutting Board Set, Wood Cutting Boards for Kitchen. Он ранкуется очень хорошо на этих ключах. Что это вообще значит? Это значит, что мы можем взять несколько таких осинов, несколько продуктов, и все вместе, кстати, можно их вставить здесь в одно время, да, и мы можем посмотреть, где же все они ранкуются, где все топ-конкуренты ранкуются и на каких ключах. То есть, если мы возьмем этот продукт, да, мы прогоним его через Cerebro, мы получим какое-то энное количество ключей. А если мы возьмем еще одного бестселлера, ну, то есть из хороших, из топовых, и еще одного, например, 8 человек, 5, 10 самых топовых, выкачаем все самые лучшие ключи из них с помощью Cerebro, да, с помощью вот этих вот органического ранка и поиска ключей, мы сможем найти самые лучшие ключи. Я вам скажу, почему лучше искать несколько продуктов, а не один. Потому что, возможно, у этого продукта есть какие-то ключи, которые этот продукт о них не знал. А у этого есть еще такие ключи, и вот у этого. А так мы возьмем всех-всех-всех вместе, самых лучших, топовых конкурентов, и выкачаем самые лучшие слова из них. И таким образом мы сможем их вставить в наш листинг. То есть, как работает Cerebro, ну, можно... Кстати, вот, еще можно узнать через кнопочку Learn. Если вы хотите углубиться в обучение Helium 10, их же тулзовина, можно нажать на Learn. И еще также скажу, что есть классный парень здесь на YouTube, его зовут Денис Сулимчик. Он тоже пилит ролики на русском языке. Я на английском больше пилю, он на русском. В описании этого видео я скину его плейлист. Он тоже очень классно делает обзоры на Helium. И также он дает всякие, он называет это лайфхаки для Helium. Реально многому научился от этого парня, поэтому в описании ролика скину также его канал и плейлист его роликов на Helium, где он объясняет, как пользоваться и все такое. То есть, ну, вот это Cerebro, окей, это был реверс ASIN. Таким образом, опять же, мы можем найти ключи, на которых ранкуются наши конкуренты. Дальше. Идем в магнит. Следующая часть это магнит. Что такое магнит? Магнит тоже для поиска ключей, но работает чуть-чуть по-другому. Давайте я покажу как. Например, возьмем ключ, какой мы там использовали? Cutting Board, да? Возьмем ключ Cutting Board и вставим его сюда в магнит. Cutting Board, кликаем Get Keywords. Сейчас мы получим все ключи, которые связаны с этим ключом Cutting Board. То есть на Cerebro мы выкачивали ключи из конкурента, а здесь мы просто дадим Helium 10 найти нам много ключей, связанных с этим ключом Cutting Board. Теперь расскажу вам так, что и там иногда есть нерелевантные ключи, но больше нерелевантных ключей будет в магните, потому что он находит вообще broad. Мы просто берем ключ, и он даст нам все похожие ключи. Например, вот видите, он нашел нам 14 тысяч похожих ключей.
для этого ключа. То есть cutting board, да, у нас сейчас, если вы заметите, будет вообще что-то не в тему. Например, Gorilla Grip. Gorilla Grip никак не связан с cutting board, но, возможно, это какой-то бренд, который имеет в себе этот ключ, и поэтому он здесь показался. То есть, возможно, Gorilla Grip это вообще бренд вот этих вот каттинг-бордов. Можно посмотреть ради прикола. Кстати, вот если нажать на эту стрелочку, он кидает вас на Amazon. Gorilla Grip. Это вообще какие-то коврики. Вот, возможно, также у него есть этот продукт. Ну, точно не могу вам сказать, почему Helium выкачивает иногда нефтемные ключи, но так получается. Но что делаем с магнитом? В принципе, это еще одно место, где можно найти еще больше ключей. Тоже по разным критериям. Например, если мы нажали вот здесь снизу Search Volume, опять же, мы можем нажать минимальная 1000, окей, Search Volume, то есть поисков в месяц, нажмем Apply, и теперь вместо 14 тысяч у нас будет 454 ключа. И также хочу вам сказать, что если вы хотите научиться пользоваться этими тулзовинами практично и, скажем так, систематично, для того, чтобы находить ключи лучшие для вашего листинга, у меня есть для вас прикольный бесплатный курс, без каких-либо апселлов. Апсел значит, что если вам дали курс бесплатный, обычно там есть что-то дальше, что вам продают. И что легитимно и нормально, каждый по-своему работает. Но у меня есть бесплатный курс для вас на английском языке, может быть, когда-то будет на русском. Здесь сверху он в карточке появится и также описание этого видео. Это курс, который я запилил со своим партнером. Там показывается, как находить самые лучшие ключи и как вообще строить листинг на Amazon. От А до Я. Это 2,5-часовой курс, окей? То есть он на английском языке, на моем втором YouTube канале. Опять же, будет линк на плейлист в описании, и я до этого в карточку его тоже засунул для тебя. Вот, так, там можно научиться пользоваться, опять же, этими тулзовинами прям in-depth, окей? То есть, потому что если, опять же, сейчас описывать все это, как это работает, ну, просто будет, опять же, слишком долго. Для этого есть другие ролики. Кстати, если есть какие-то вопросы, пиши комментарии, спроси меня, я тебе отвечу и, надеюсь, смогу помочь. Вот, но, опять же, магнит это так же, как и серебро, просто еще идеи для ключей, которые можно найти, которые мы не нашли, возможно, в серебро. Здесь можно найти разные ключи, как ключи на испанском, например, разные ошибки. Что такое ошибки? Мы сейчас до этого дойдем. Вот, как раз следующая наша часть — это mispollinator. Ошибки — это, например, когда люди пишут cutting board, но ошибку делают board, например, пишут без A. Вот так, cutting board. Или cutting пишут с одним T. Окей, вот такая может быть ошибка. Обычно Amazon, его алгоритм умеет чинить эти ошибки и, скажем так, выдачу делает уже без ошибок. Но иногда нет, иногда он не делает, скажем так, фикс этой ошибки, и ошибка остается как ключ на Амазоне. И обычно в этих ошибках очень легко ранковаться, потому что, ну, не все знают вот эту вот маленькую фичу, и прокачать такой ключ в топ очень легко. И оттуда легко можно тянуть еще продажи. Окей, это магнит. Значит, тоже хорошая вещь для поиска ключей. Дальше, mispollinator. Что такое mispollinator? Это вот тот самый поиск ошибок. То есть, например, если мы вставим сюда cutting board, да, кликнем prepare, он найдет нам два ключа, cutting и board. Нажмем select all, нажмем find misspellings. Он сейчас найдет нам ошибки в этих ключах. В ключе cutting и в ключе board. И сейчас выдаст нам эти ключи. И что здесь будет написано? Будет написано оригинальный keyword, например, cutting, misspelling, ошибка, популярность ошибки, насколько популярно делают ее люди. Вот, как, скажем, как я и говорил, вместо 2T пишут 1. И фиксит ли Amazon автоматически этот ключ? Если он пишет нам «да», то нам нечего делать с этим ключом. Но иногда он пишет нам no. Вот здесь, скажем, нету такого. Но иногда здесь будет написано no. Например, будет какой-то ключ, там такой же cutting возьмем, да, такой другой ключ. И будет написано Amazon Autocorrect вот здесь, да, справа, no. Значит, Amazon еще не спалил эту ошибку. Что мы делаем тогда? Мы идем на Amazon, пишем эту ошибку. Например, мы напишем cutting board, да, вот так вот. Cutting board. Вот, cutting board. И хоп, видите, а вот здесь слева сверху, вот тут я сейчас это как бы сделал такой select, то cutting board превратился в cutting board, то есть Amazon автоматически пофиксил. Но опять же, если он не фиксит, будет выдача ошибки, то есть будет cutting board, вот как я прям искал, так будет и здесь выдача. И тогда то, что мы делаем, мы вставляем это в наш листинг. Обычно backend, то есть, ну, не там, где буллеты у вас, чтобы ваши кастомеры не прочитали, не сказали, а, блин, этот бренд вообще писать не умеет. Мы это обычно вставляем в бэк-энд листинга или там в вопросы и ответы, или в отзывы даже. Мы просим друга, там, ну, если друг оставляет отзыв, скажем, там, брат, сделай ошибочку в отзыве своем, и таким образом он тоже может заиндексировать нас Amazon. Сейчас мы говорим про индексацию, и ты такой, может быть, или такая,
Что такое индексировать вообще? Ну вот сейчас поговорим об этом. Ну короче, так mispollinator просто выдает нам вот эти вот ошибки или как бы показывает эти ошибки ли чинит Amazon или нет. Ну прикольный тул, и на самом деле, ну сколько вы уже продаж вытащите с этих ошибок? Может быть не так уж много, но я вам так скажу, что если я вытаскиваю еще одну продажу в месяц даже, через какую-то фишку, которую я замутил, так почему бы нет? Это все работает, ну, как бы в итоге на автомате, как бы можно сказать, Amazon, и почему бы нет? Почему бы не использовать все возможности этой программы или вообще Amazon? Также хочу напомнить, что в описании этого ролика есть тайм-коды для всего, также попрошу лайк, и опять же скажу, что есть скидки для Helium 10 в описании этого ролика. Поехали дальше. Listening Optimization, оптимизация листинга. Frankenstein, процессор кейвордов. Что такое Frankenstein и что вообще это за штука? Смотрите, когда в Keyword Research мы найдем много разных ключей, например, давайте cutting board, big board, boards for cutting, kitchen, я сейчас просто импровизирую, kitchen cutting boards, wooden boards for kitchen, boards, kitchen, cutting, kitchen, boards. Я написал сейчас много разных ключей. Или board просто. Через Frankenstein, когда мы засунем сюда все ключи, которые мы найдем, да, в поиске ключей в Cerebro и Magnetic, можем засунуть их в Frankenstein. И здесь обычно будет много ключей. Что Frankenstein нам может сделать, это просто убрать ненужные ключи, можно сказать. То есть, например, если я нажму здесь, например, one words per line и maintain phrases, ну, в принципе, можно убрать maintain phrases. Что произошло сейчас? Оно из всех этих 19 ключей, которые состоят из 122 characters, то есть это букв как бы, точнее character это не буква, это скорее, ну, char, да, наверное, можно сказать буква. Блин, мне надо лучше обучиться русскому языку и больше читать. Я это делаю. Ну, все же видите, как-то получается криво. Но справа Helium 10 выдал нам все ключи, из которых состоят вот эти все фразы. Почему это происходит? В принципе, мы должны записать все важные фразы. То есть их мы будем использовать в нашем листинге. То есть, например, если мы выявили, что wooden boards for kitchen очень сильный ключ, мы захотим его использовать как целый ключ, окей, как wooden boards for kitchen, прям записать его в листинг, вот так же, как он здесь слева и написан. То есть wooden boards for kitchen останется wooden boards for kitchen в самом листинге. Но также из всех этих ключей мы сможем найти все ключи, которые создают слева все эти фразы, окей? И таким образом мы увидим, что из этих 19 слов есть всего лишь 7 слов, которые все это строят. Cutting, board, big, for, kitchen, wood. Также некоторые вещи, как a или the, обычно будут убираться. Но если мы здесь уберем remove common words, вот такое вот, окей, видите, он убирает эти ключи. A, the и даже for он уберет. Но иногда это не надо делать, потому что иногда мы хотим оставить, может быть, ключ the board, есть, может быть, такой бренд, мы, да, хотим оставить ключ the, окей, но, например, также можно это убрать. Таким образом, мы увидим все ключи, из которых состоят все эти ключи слева. И потом мы можем эти ключи взять дальше в Scribbles. То есть, вообще, если так описать, в чем тема Франкенштейна, это взять все наши ключевые слова и найти, из чего они построены, чтобы потом использовать это в листинге. Ведь мы не сможем вставить все эти ключи в листинг. То есть, ну, возможно, только кроме главных, да. Но мы хотим, чтобы эти ключи оставались. Например, если у нас есть big, важное слово, и board, и cutting, да, вот как такой, как вот этот вот слева я показываю сейчас фраза, да. Возможно, мы не сможем ее вставить, и, возможно, это не в тему будет вставлять ее в листинг вот так, или там cutting, board, big, да, там, например, будет cutting, board, big. Мы не сможем вставить это как ключ, да, потому что это не читается, но нам нужен ключ big, понимаете, он нам нужен, потому что это, да, релевантно. Окей, помните, релевантность очень важна на Амазоне. И таким образом Франкенштейн нам просто эти все ключи соберет в маленький лист слов, который обычно будет намного меньше, чем слева. Например, тут, вот как вы видите, тут 21 слово, тут 9. У вас будет слева 150, в итоге увидите, что это всего лишь 30 слов. Окей, что мы делаем дальше с этими словами? Дальше эти слова мы несем в Scribbles. Scribbles это листинг оптимайзер. Можно даже кликнуть вот здесь на Scribbles, и он закинет нас на Scribbles. Что такое Scribbles? Из всех тех ключей, которые мы нашли слева, и давайте даже фразы оставим, там wooden board, скажем, ой, wooden вот так пишется, wooden board, cutting board и
big cutting board, например. Вот так, да. У нас есть пару ключей, все слова, из которых состоят эти ключи, помните? Можем здесь нажать Apply, и что произойдет? Что мы делаем в Scribbles? В Scribbles мы строим наш листинг. Теперь скажу вам так. Если вы хотите сами строить свой листинг и писать все буллеты, тайтлы, я вам советую быть копирайтерами. Если ты не копирайтер или копирайтерша, то лучше не делать это самому, потому что у вас скорее не получится хорошо сделать. Вы, может, даже испортите свой листинг, потому что вы напишите тайтл, который вы скажете, да, наверное, это хорошо сделать такой тайтл. А на самом деле вы не копирайтер, вы не умеете писать так, чтобы ваши тайтлы на них кликали, и чтобы они вообще зажигали людей. Может быть, вы не умеете это делать. Может, вы просто напишите cutting board big, cutting wooden boards, и все. Вот у вас будет такой boards. Да, что ж такое? Как же board пишется там? Board, вот так, правильно? Что-то мне выдает ошибку. Все, вот. Но вы не копирайтер, и у вас вот получится такой тайтл, никто не будет на него кликать. Поэтому я вам советую, если хотите, обратитесь лучше к копирайтерам. Дешевых копирайтеров можно найти на Fiverr, но дешевые, вот вы платите по дешевке, вот так и получите дешевку. Соответственно, я вам советую обращаться к копирайтерам, у которых они подороже и они лучше знают свое дело. Также в описании этого ролика я скину вам несколько линков на разные сервисы копирайтеров, которые имеют большой опыт в Амазоне и делают не совсем по дешевке листинги, но зато делают хорошо. И также делают даже для вас поиск ключей, если вам надо. Вы увидите это все в описании. Также, если вы используете мой линк и будете делать бизнес с этими компаниями, я получу маленькую часть этой сделки. Дороже вам это не будет стоить, так вы можете поддержать мой бесплатный контент. Если хотите, не хотите, просто можете написать название этого сервиса где-нибудь в гугле и забить его. Так что вообще происходит с Scribbles? Что за цвета и что этот тип, который сидит напротив вас, вам мозг уже тут и все ничего не скажет. Так вот, здесь мы будем писать title, буллеты и description и subject matter. То есть здесь можно удобно, комфортно написать свой листинг. И слева все ключи, которые мы нашли в Keyword Research и сделали оптимизацию ключей через Frankenstein, да, убрали все ненужные, мы их будем видеть слева, то есть и по цветам. Что это значит? Чем краснее цвет, тем он сильнее, тем больше поисков есть. Окей? Чем он уходит налево, чем он более становится оранжевым, зеленым, синим, потом черным, тем меньше поисков есть этого ключа. То есть, например, как видите, ключ Cutting Board, он сильнее, чем ключ Wooden Board и сильнее, чем ключ Big Cutting Board. Теперь, когда у вас будут фразы, да, опять же, если хотите найти все эти нужные фразы, у вас есть этот курс бесплатный на YouTube, который есть в описании, правда, на английском, но там я стараюсь базово говорить на английском, чтобы было всем понятно. Там я вас научу найти нужные фразы. Например, у вас будут 15 фраз, которые остались, там, cutting board, wooden board. Обычно красные фразы, те, которые имеют больше поисков, мы хотим ставить в начало нашего тайтла, например, cutting board, да. Поскольку этот ключ, он сильный, да, мы обычно хотим сильные ключи вставлять в левую часть нашего тайтла. Ну, обычно так поисковики работают. И вообще, мы хотим в тайтл вставить как можно больше релевантных ключей, но так, чтобы тайтл читался. Например, если я напишу просто cutting board, wooden board, big cutting board. Можно такой тайтл создать, да? То есть, в принципе, все ключи, возможно, даже заиндексируются, и все будет круто. Но когда будет видеть это ваш покупатель, он подумает, блин, вот это какой-то AliExpress, типа, блин, что за cutting board, wood board. А если мы напишем wooden cutting board и возьмем, скажем, with kitchen knife, да, скажем, у нас есть вот такой вот и доска, и это. Или там improve your cooking experience. Окей? То есть, таким образом, у нас будет тайтл, который также имеет ключи, но также имеет какую-то читабельность, он читается лучше. И также есть что-то, что какой-то бенефит, который дается нашему покупателю. То есть, что-то, что в тайтле, скажем, даст ему понять, что это ему даст, что этот продукт ему дает. Как бы это не must, да, можно и без этого, есть продукт, который без этого продаются, но я вам очень советую обратиться к копирайтеру, чтобы сделал ваш тайтл таким, чтобы на него кликали больше. Окей? То есть это просто очень важно, потому что кликать будут больше. Человек увидит вашу картинку, прочитает тайтл, если тайтл ему понравится, если он его зажжет и заинтересует, то он кликнет на него. И это круто. И также слева, видите, вот сразу же у нас вот мы вставили cutting board, да, и этот ключ стерся. И вот он как бы перечеркивается, значит мы его использовали. А единичка значит, что мы использовали его один раз. То есть если мы его повторим в буллетах, то он, как видите, 2 раза будет, ну, повторяться. Теперь я вам скажу так, что ключи
принципе, не нужно повторять, как Amazon пишет сейчас, но все равно мы можем создавать плотность ключей. Теперь Amazon все же в данный момент, 2000, сейчас почти конец 20-го, он пишет, что не надо перекопировать ключи, то есть не надо вставлять несколько раз cutting board там в описание, в title, точнее, в description, в title, в буллеты. И я согласен с ним в общем, но можно повторить ключ не только для Amazon, а для покупателя, да, и также, мне кажется, плотность, как и в YouTube и в Google, она, да, помогает, но хотя Amazon говорит, что нет, и, наверное, лучше все-таки верить Amazon, чем какому-то рандомальному чуваку на YouTube, но для покупателя, если он прочтет еще раз буллет, да, и он такой интересуется там вот про вашим продуктом уже, он читает буллет, и в буллете мы опять напишем The Ultimate Cutting Board, да, там вот пример, The Ultimate Cutting Board, make your favorite salad 3x faster, в пример, да, and don't hurt your kitchen marble. Просто рандомально сейчас выдаю всякую фигню, но cutting board опять повторяется здесь. Но зато человек, который ищет это, ему будет релевантно в голове. Он такой, да, мы говорим все еще о cutting board. Но обычно, что я постараюсь сделать, это использовать все мои фразы, которые я понабирал в буллетах, в тайтле и в описании. Также, если что-то не попало, да, в этом, то я вставлю это в subject matter или в search terms, тоже эти ключи. В принципе, моя цель — это все ключи, которые я нашел, вставить их в листинг так, чтобы листинг читался хорошо и чтобы оставался релевантным. И это все делается в Scribbles, очень удобная штука. Здесь оно все сохраняется у вас, потом можно, прям вы поработали, нажмите Save, и он у вас останется в Scribbles. Давайте дальше пойдем в индекс-чекер. Что такое индекс-чекер? Это индексация ключей. Как это работает? На Амазоне, когда мы залили продукт на Amazon, у нас он появляется в выдаче, то есть в поиске. И так, что-то у меня не кликается на этот. Сейчас проверю, если у меня работает интернет. Да, работает. Вот, все, зашел. Так, значит, индексация. Мы все эти ключи вставили в наш листинг, да, каттинг-борды. И мы должны проверить, когда мы запустили продукт, когда у нас будет уже сток, мы должны проверить, заиндексирован ли он. То есть, что значит индексирован? Еще раз, это если мы вставим в поиск ключ cutting board, то есть это дощечка для там резания продуктов, будет ли Amazon выдавать нам этот продукт в выдаче? То есть иногда мы можем иметь ключи в нашем листинге, но Amazon не будет их показывать в поиске. Почему? Потому что, возможно, ключ нерелевантен, или, возможно, мы не смогли заиндексировать. Возможно, есть проблема с категорией нашего листинга. Окей? И так мы должны проверить, перед тем, как запускать, точнее, когда уже есть продукт в наличии, тогда он будет уже индексироваться. В наличии в стоке, значит, в Амазоне. И мы должны проверить индексацию. Как это делается? Вот мы берем, например, вот этот продукт, да, вот этот органик бамбу от компании Royal, окей? Или как он там называется. Мы возьмем ASIN, в индекс-чекер вставим ASIN, вот сюда, да. А здесь мы вставим ключ. Например, мы вставим ключ cutting board, вон он уже нашел нам этот продукт. Cutting board, wooden board, cutting boards. И также напишем ключ ла-ла-ла. Нажмем check keywords. И теперь он нам покажет, Amazon. Нифига себе, вы видите, он даже заиндексировал ключ ла-ла-ла каким-то образом. Окей, интересно, давайте сделаем джу-джу-джу-джу, вот такой вот ключ. Я просто думал, что он не заиндексирует его, но, видимо, ла-ла-ла существует. Окей, видимо, есть такой бренд, возможно. Что мы здесь видим? Мы видим, что ключ cutting board, он заиндексирован. То есть это значит, что когда люди ищут cutting board, то Amazon выдает этот ключ, и он показывает его. Он показывает на каких-то позициях, неважно, на первой или на пятой, может быть и на 300-й, но да, в выдаче он выдается. Вот здесь можно посмотреть на Cumulative, да, тут несколько тестов, которые проводит Amazon. Например, Traditional Index, это когда пишется на Амазоне ASIN ваш, да, вот этот вот номер и ключ. Таким образом можно проверять индексацию, но здесь он просто это автоматом делает, и обычно, если в Cumulative, да, Cumulative это, как бы скажу так, все вместе тесты свои он проводит, и Cumulative у вас галочка, значит ключ заиндексирован. Как вы видите, ключ JuSud, который я просто так написал, он не заиндексирован, потому что он не находится в этом листинге. Но даже если бы он находился иногда, возможно, он был бы нерелевантным, и поэтому он бы не индексировался. Наша цель — заиндексировать весь листинг перед тем, как мы начинаем запуск продукта, потому что если мы не заиндексированы, то все наши продвижения не будут работать, или будут работать очень плохо. Например, если мы не заиндексировали половину ключей на листинге, то мы не будем продвигаться по ключевым позициям в этих
ключах, в этих search terms. Поэтому то, что мы делаем, это, во-первых, мы создаем релевантный листинг. Как я уже повторял, если этот бесплатный курс, он в описании, у вас есть плейлист на YouTube, где вы можете обучиться этому четко. Когда мы нашли все ключи, мы их вставили в листинг, мы запустили продукт, перед тем, как начинать раздачу или врубать PPC, мы проверяем индексацию. Через индекс-чекер мы вставим все наши ключи нужные сюда, все фразы, потом нажмем чек, и он покажет нам индексацию. Если что-то не заиндексировалось, и мы проверяем, так, секунду, этот ключ релевантный, но почему он не индексируется? Я вам скажу, что иногда, например, wooden board заиндексируется, а отдельно wooden и board, если просто будет там, ну, например, вот здесь, я думаю, здесь все-таки будет работать, но может быть нет. Но wooden и board отдельно не заиндексируются. Теперь тогда вы должны задать себе вопрос, нужен ли мне отдельно wooden или board. Как правило, обычно он, да, заиндексируется, но не всегда. Например, у меня есть продукт, там, если не ошибаюсь, там heavy duty есть такой ключ. Heavy duty вместе индексируется, а heavy и duty не индексируются отдельно, потому что, ну, видимо, отдельно heavy, Amazon не видит нужды индексировать меня там, потому что, ну, просто heavy, да, для этого продукта это не нужный ключ. Но heavy duty, да, heavy duty как бы для сильного такого использования, он, да, индексирует. Хорошая очень тулзовина индекс-чекер. Поехали дальше. Operations. Что у нас есть дальше в Operations? Есть Alta. Alta это финансовые решения для вашего бизнеса. Я не пользовался их сервисами. Они, в принципе, могут вам дать кредит на бизнес, окей, дать вам возможность получать деньги каждый день от Амазона и получить что-то похожее на Пионер, ну, как бы возможность платить вашим поставщикам в разных валютах, в разных странах. Это просто программа, да, это не тулзовин, это как программа от Helium 10, где они могут вам помочь разрастить ваш бизнес. Я не пользовался этим, но если вам нужны кредиты какие-то, то как бы у вас там Пионер иногда может давать кредиты, Amazon даже может давать кредиты, но вот и Helium 10 тоже теперь дает кредиты и могут помочь с вашим кэшфлоу, с вашим, как будет на русском кэшфлоу, даже не знаю, с вашим оборотом денег или не оборот, кэшфлоу это зримезуманим на иврите, на русском это будет, блин, я не знаю, но с вашим кэшфлоу, окей, сможет вам больше денег в бизнес дать. Alta от Helium 10. Если хотите узнать больше, у вас есть вот здесь вот, можно вот парень этот тут рассказывает о этой программе, ну и также можете узнать у них в поддержке. Следующее это Alerts. Что такое Alerts? Alerts это мониторинг вашего продукта. Если меняется количество отзывов, если у вас появляется хиджакер, это другой продавец на листинге, и еще разные вещи, то у вас будет приходить нотификация на почту. Окей, так вы сможете сразу же замечать что-то. Например, если у вас есть 10 продуктов, и у вас каждый день что-то меняется, там, не знаю, у вас приходят отзывы, хорошие, плохие, вы хотите мониторить это, чтобы ваш помощник или вы сами смогли отвечать на плохие отзывы, или если у вас проблемы с хиджакерами, вы бы смогли жаловаться Амазону там, или писать этим хиджакерам, выгонять их из листингов, то у вас есть вот эта штука Alerts. Очень удобная вещь, потому что если у вас есть мало продуктов, конечно, вы можете и вручную это делать, но когда у вас есть, скажем, даже 2 продукта, и вы не хотите просто проверять каждый день отзывы, проверять хиджакеров, просто вы вырубаете Alerts, подключаете к этому осину, и все вещи, которые будут меняться в листинге, также, скажем, если Amazon вдруг поменяет вам размеры продукта, иногда Amazon это делает, то он также вам даст алерт, то есть нотификацию на почту, вы зайдете и решите это. Следующий Inventory Protector. Это если вы делаете раздачу с купонами, есть просто такая опция от Helium защитить ваш инвентарь. Иногда можно сделать разные ошибки с купонами, и так, чтобы вы раздадите случайно слишком много купонов, можно сказать, и Helium помогает вам, ну, если вы раздаете с купонами, защиту сделать, Inventory Protector. Я этим не особо пользуюсь, но в прошлом, когда мы пользовались больше купонами, это было более релевантно, но все же прикольная штука. Дальше, Refund Genie. Что такое Refund Genie? Это возвраты денег от Helium. Например, чуть раньше в этом году я получил в районе $2100 от Амазона, потому что они потеряли мои продукты. И Helium 10 это нашел. Кстати, он бесплатно это делает. То есть некоторые другие программки, как Seller Locker или Refund Sniper, или Getida, или еще разные, могут вам выдать деньги, которые Amazon вам должен, но они обычно берут проценты от сделки. А здесь нет, они не берут. То есть только поскольку вы Helium 10 member, они вам дают эту опцию. То есть то, что вы делаете, вы выкачиваете пару репортов из Амазона через Refund Genie, там будет все описано, да, то есть если вы нажмете здесь Learn, вот тут, да, ой, что-то я не туда кликнул. И таким образом вы поймете, как работает. Ну, там выкачиваете пару репортов, открываете кейс в Амазоне, все очень просто, это не очень долго, и вы можете получить деньги от Амазона, потому что Амазон иногда теряет продукты, ломает продукты, иногда он меняет размеры ваших продуктов без того, что вы замещаете, и тогда вы платите больше фи за это все дело.
Поэтому есть Refund Genie. Очень хорошая тулзовина. Я вам скажу еще одну вещь, что в описании этого ролика вы найдете плейлист тоже всех моих роликов для Helium 10 на английском. Там 60 плюс роликов, которые обучают вас, как пользоваться разными частями Helium 10, но это на английском. Хотите, чтобы я сделал для вас на русском, просто скажите мне, что вы хотите. Ну, скажите, что вы хотите. И я сделаю это для вас, для тебя. Вот. Следующее, follow-up. Что такое follow-up? Follow-up — это автоматическая почта после покупок. То есть у вас кто-то что-то купил, автоматически будут идти ему письма. Например, кто-то купил, и у вас выйдет письмо, когда ему придет продукт домой, с инструкциями, как пользоваться продуктом, к примеру. Или через 2 недели придет запрос на отзыв. То есть так мы можем автоматически выставлять эти почты. Очень прикольная вещь, потому что, например, если ваш продукт требует каких-то инструкций, то, пожалуйста, высылайте это через почту, потому что это еще одно место, где люди могут прочитать эти инструкции. Потому что, чтобы вы знали, очень часто приходят отзывы людей, которые говорят: продукт не работает. Да, бро, но ты как бы не почитал инструкцию, да, а он уже потом отзыв не меняет, как большинство времени. Соответственно, через follow-up мы можем заранее выставить нужные письма, чтобы во время покупки, то есть после покупки точнее, они автоматически выходили. Например, вы можете выставить через 3 дня после покупки придет первое письмо точнее через 3 дня после того, как продукт пришел к кастомеру, домой, то ему вышлется письмо. То есть follow-up подключается к Амазону, и он видит, когда выходят эти ордеры, и, соответственно, высылает письма. Очень классная вещь, можно тоже автоматизировать запросы на отзывы. Классная штука. Дальше, Analytics, Keyword Tracker. Что такое Keyword Tracker? Здесь вы можете, вот у меня здесь есть уже врубленный какой-то продукт, здесь вы можете трекать ключи, то есть вы можете смотреть по каким-то разным осинам позиции ключей. Например, вот здесь вот я слежу за этим продуктом, это и марку Kitchen Knife, и здесь мы видим, что этот продукт по слову Kitchen Knife находится органически на 2-й позиции, и спонсор, то есть через PPC, тоже 2-я позиция у него выдается. Chef Knife также и Stainless Steel Knife. Так вы можете следить за разными продуктами и за их ключами. Для чего это хорошо? Если вы хотите ресерчить нишу или ресерчить ваших новых конкурентов, которые приходят, или старых конкурентов, которые есть, если вы хотите смотреть, что же они меняют, что у них улучшается, как вообще у них все двигается, через Keyword Tracker вы можете это смотреть. Также вы можете смотреть свои ключи, чтобы не идти каждый день и проверять: окей, здесь это cutting board, прикольно, здесь я на 5-м месте, так, пойду-ка я посмотрю, что у меня на wooden board for chef. Я и пишу это вручную, и вот у вас полдня прошло, и все. А здесь можете это на автомате все вставить сюда и смотреть вот быстренько перед глазами про Keyword Tracker. Прикольная тема, очень-очень хорошая тулза, потому что, экономит вам время, и плюс вы можете смотреть реально, что происходит с вашим продуктом. Дальше, Market Tracker. Вот это прикольная тулза, тоже у меня есть ролик на нее на моем канале на английском. Это покажет вам, что происходит с вашим маркетом. То есть, например, если вот мы сейчас зайдем в Market Kitchen Knife, я вам покажу, это покажет всех конкурентов, которые вы вставили, в принципе, в этот маркет, сколько они берут от пирога всего этого маркета в продажах. Например, я вот ставил здесь несколько осинов, и вот показываю, что вот этот осин 43% от маркета берет, столько-то по деньгам, например. Или, в пример, вот этот осин, вот Chef Knife Paudin, тут очень много цифр, опять же, есть более углубленный ролик, где я прохожу по каждой циферке и по каждой вещи, показывает, сколько берет продаж этот продукт из маркета, сколько маркета, какую часть вообще он берет, сколько в обороте он делает. И также в чем прикол этого маркет-трекера, что каждый день он будет сканировать новых конкурентов и давать suggestions. Например, он скажет вам: вот, сегодня я нашел вот этот продукт. Он вам подходит? Нет? Кликайте Ignore. А если да, подходит, кликайте Track. И тогда мы будем трекать этот продукт тоже. Он тоже зайдет в часть нашего маркета, как вы видите. Вот у нас было 500 с чем-то, а уже 635 тысяч. Потому что мы добавили новый продукт. Вот этот Мустафа какой-то Knife. Очень хорошая тулза. И еще один прикол с ней, что если заходят новые конкуренты в рынок, у них 0 отзывов, вы сразу же можете свою рекламу на них направлять. И вот с этой тулзой это очень удобно. Она просто, не знаю каким образом, она находит эти продукты каждый раз и дает вам suggestions. Очень классно. Опять же, в моем плейлисте на английском есть видео, прям 25 минут примерно, где я вот каждую точку объясняю, что она значит в Market Tracker. Классная тулза. Дальше есть Profits. Что такое Profits? Profits — это показывает вам, сколько вы заработали, сколько потеряли. Здесь подключаем Seller Central, мы будем видеть все наши покупки, которые происходят, продажи скорее. И
Тут мы сможем понять, сколько в конце мы делаем чистыми. То есть вы сможете вставить, например, сколько стоит ваш продукт, да, и через все плюсы и минусы, когда Helium 10 сделает эту всю статистику, он вам будет выдавать как бы ваши цифры, сколько вы зарабатываете, да. То есть таким образом вы сможете вообще трекать все ваши продукты, сколько вы зарабатываете точно. То есть в Seller Central же у вас нету прям точного заработка, там только продажи. А здесь вы можете вставить, сколько стоит ваш продукт. Если вы сделали фотки продукта, вы можете это вставить в ваши expenses, и таким образом вы увидите свои profits. Так и называется, Helium 10 Profits. Также есть прикольная тема новая, Inventory Levels. Вы можете вставлять количество времени, которое берет вам произвести продукт, сколько времени вы шипите этот продукт, и Helium будет подсчитывать, когда вам нужно заказывать продукт, сколько нужно заказывать. Вот вообще классное это условие новое, потому что я делал какие-то ошибки постоянно, когда я заказывал количество инвентаря, и я заказывал слишком много или слишком мало, а Helium прям подсчитает всю дату и сможет вам выдать, сколько нужно заказывать. Это называется Inventory Levels. Также можно посмотреть больше видео по тому, как это работает. Но в принципе вся идея это сколько денег вы получаете, сколько теряете. Profits. Следующее это Ads. Automate your PPC. Что такое Ads? Ads поможет вам оптимизировать ваш PPC, вашу рекламу. Он будет давать вам всякие идеи по бидам, где можно поднять бид, где можно спустить. Автоматизация PPC, то есть просто с помощью машин, или скажем так, с помощью Helium 10, он будет вам подсказывать, как улучшать ваш PPC. Теперь, конечно же, это не полная автоматизация в плане того, что вы ничего не делаете, и вот у вас работает PPC. Конечно, вам лучше обучаться этому, но с помощью алгоритмов понимать, как пользоваться PPC лучше. Окей, он будет вам делать разные подсказки. Как видите, Smarter Campaign Management, лучше пользоваться вашими компаниями, лучше делать какие-то решения, и у вас будет больше визуализации. Теперь, некоторые говорят, что им удобнее пользоваться Амазоном, то есть интерфейсом Амазона для этого, но вот Helium тоже произвели Ads, и возможно для тех, кто просто мой партнер занимается PPC, я сам не PPC-гай, но для тех, кто хочет, возможно, улучшить свой PPC, есть возможность пользоваться Helium 10 Ads. Ads это часть Diamond плана в Helium 10. Diamond это второй план, который более дорогой. Для новичков, возможно, будет дороже чуть-чуть, но есть возможность им пользоваться также для Ads. То есть это вот следующая вещь. Также хочу напомнить, что есть скидки на Helium 10 в описании этого ролика, если вы хотите сэкономить на вашем Helium 10 Platinum или Helium 10 Diamond плане. Вот. Следующее это Portals. Portals, что такое Portals? Это порталы. Это, в принципе, создание лендосов, лендинг-пейджев. И что такое лендинг-пейдж? Например, вы собираете через ваш Product Insert, через ваш вкладыш в продукте почты. У вас есть там возможность сканировать код, люди могут сканировать, зайти и, в принципе, они попадут на ваш портал. Что такое портал? Это будет просто страничка, которая строится через Helium 10, куда человек может вставить свою почту и получить, например, вашу книжечку, которую вы раздаете ему бесплатно. И здесь внутри будут эти порталы строиться, то есть вы можете строить эти порталы, да, эти вот такие вот странички, да, вот у вас есть такая вот страничка, например, да. Вы можете даже здесь ставить какие-то продажи чего-то, вы можете использовать это как лид-генератор, то есть просто раздавать какую-то бесплатную там штучку и получать почту человека. Вот здесь создаются эти порталы. Это прикольно, потому что таким образом вам не нужен портал-генератор, то есть, точнее, генератор лендосов какой-то другой, типа ClickFunnels, там, или Lead Pages, или там, не знаю, Carter какая-нибудь. Вы просто используете Helium 10. Если вы не хотите пользоваться ManyChat, скажем, тоже, это тоже такая прога. Просто вы будете тянуть людей на вот эти вот странички. И это очень прикольно, потому что это экономит вам много денег, потому что вам не надо покупать другие проги для этого. Вот, например, видите, вот got covered under our free extended warranty. То есть, вы, например, даете гарантию на продукт ваш, и люди будут сканировать код, который будет у вас лежать в вашей коробочке продукта, они будут попадать сюда, здесь вставлять какие-то вот нужные вещи, там Order ID, имя там и фамилию туда-сюда, почту, записываться, и у вас есть лид, которым вы можете дальше продавать другие продукты и все такое. Очень прикольная тема порталы, у кого нету другого сервиса для лендосов, можете использовать Portals. Дальше, Learning, есть Freedom Ticket. Freedom Ticket это курс для продавцов на Amazon. От Кевина Кинга. Кевин Кинг очень прикольный продавец, давно продает, там он, по-моему, с 95-го года занимается e-commerce, и он тренит вообще людей в Helium 10 тоже.
Короче, с Helium 10 вам полагается бесплатный курс Freedom Ticket. То есть обычно Freedom Ticket стоит $997, но если вы вкладываете свои деньги в Helium 10, то вы получаете бесплатно этот курс, что прикольно. Если вы ищете курс для продаж на Amazon, вот у вас есть бесплатный Helium 10 Freedom Ticket вместе с Helium 10. То есть если вы вложили, вы получаете бесплатный access. Там примерно 25 часов контента от А до Я. Хорошо очень для новичков, а для тех, кто уже продает, тоже будет довольно-таки неплохо. Дальше. Про тренинг, это следующая часть. Это на каждую тулзовину в Helium есть тренинги. То есть, как видите, глубокие тренинги видео, in-depth video tutorials. Если вам непонятно, как пользоваться, в пример, там, тем же Alerts, вы заходите в Alerts, и у вас будет обычно справа, вот здесь нету, на Alerts нету почему-то. Или, видимо, нету, потому что я не подключился к Amazon. Например, вот серебро вы нажимаете, да, и у вас есть кнопка Learn. Learn вы нажимаете, и так вы сможете обучаться через Helium 10, как пользоваться этим тулом. Также есть Academy. Academy — это базовый курс Helium 10, бесплатный. Здесь не надо ничего регаться, можно бесплатно просто создать аккаунт. Опять же, у вас в описании будет ссылочка для этого. И просто пообучаться Амазону с Академией. Академия — это базовый курс, и здесь тоже есть как искать продукт, как искать ключи, но на базовом уровне. Конечно, Helium 10 Freedom Ticket поглубже все это показывает. Есть My List, это лист продуктов дальше. То есть, если вы какие-то продукты вам понравились, вы просто делаете favorites, у вас вот останется лист продуктов такой. Дальше, что я хотел вам показать еще. Внутри, сейчас мы будем говорить тоже про разрешение Chrome. Portals Freedom Ticket, все мы это сделали. Есть группа фейсбуковская для Helium 10. Там 20 с чем-то тысяч человек. Это, те, кто как бы стали кастомерами Helium. Можно войти в эту группу и попросить, задать вопросы, помощь попросить, очень прикольно. Так, есть помощь, вот есть вот эта вот такая вот штучка здесь снизу, можно писать Helium, какие-то вопросы задавать, там они очень быстро отвечают и помогут вам. И теперь давайте поговорим о разрешении на Chrome для Helium 10. Что это такое? Например, когда мы напишем какой-то ключ на Амазоне, мы можем нажать на разрешение Chrome, и он нам откроет его. Теперь мы сейчас пройдемся по всем его вот частям. И начнем с X-Ray. X-Ray — это Amazon Product Research. Для поиска продуктов очень сильно. Кстати, Chrome Extension бесплатный. Хотя бы на какое-то время или там какое-то количество использований можно бесплатно попользоваться, понять вообще, что это такое. Что здесь происходит? Он сканирует всю страничку продуктов. И таким образом можно просто, чтобы не кликать на каждый продукт отдельно, мы увидим все продукты вместе. Окей? Таким образом мы можем вообще смотреть на весь маркет. Например, мы можем увидеть, сколько... В общем, оборот всех продуктов оборот продаж, средний оборот в листинге, какой средний BSR, средняя цена, сколько среднее количество отзывов и так далее и тому подобное. То есть тут есть сколько продаж делает продукт, в какой он категории. SP вот здесь, например, это спонсор продукта, это значит реклама идет. Здесь можно по осинам смотреть, можно даже картинки увидеть. Просто таким образом удобнее работать, экономить на время, когда вы ищете продукт. Окей? Какие обороты, сколько отзывов, можно по отзывам сортировать, сколько отзывов у продукта, сколько отзывов набирает продукт. Вот за 30 дней, например, этот продукт набрал 1692 отзыва. Какие размеры продуктов и сколько там фоточек на продукте. То есть, короче, этот X-Ray помогает вам увидеть все продукты, которые есть на каком-то ключе в Амазоне, просто в одном месте. Это очень удобно для поиска продуктов и для проверки ниши. Потому что если, опять же, проверять по одному продукту, будет очень долго. А так мы можем всю нишу посмотреть. Например, если мы хотим делать поиск продукта, мы хотим по отзывам искать. Мы хотим найти, скажем, низкое количество отзывов и высокие продажи. Например, если мы сортируем по отзывам, вот, например, мы видим, что вот тут 142 отзыва, 1000 продаж, 135, 2000 продаж. Мы потом можем посмотреть, так, нифига себе, так мало отзывов, а так много продаж. А что этот листинг хорошо делает? Почему так у него получается? Мы заходим и смотрим. И так далее и тому подобное. Очень прикольная вещь, она бесплатная. То есть там какое-то время можно ей бесплатно пользоваться, по-моему, там, да? Вот, это очень, очень прикольная X-Ray. То есть, опять же, заходим на какой-то ключ в Амазоне, кликаем X-Ray, и он выдаст нам всю выдачу. Также X-Ray можно использовать в одном специфическом продукте. Сейчас я покажу, как это делать. То есть, если мы заходим в специфические продукты, нажимаем X-Ray, тогда мы увидим статистику по этому специфическому продукту. Также есть следующая вещь, это Asin Grabber. Это просто можно вытащить количество осинов, если вам надо с ними работать в Excel, он вот можно выкачать, вот как вы видите здесь, например, все 109 осинов, которые он здесь нашел, да. Итак, мы увидим BSR, цены, рейтинги и отзывы. Просто таким образом удобнее работать, если вы хотите все увидеть перед своими глазами там в Excel. Я особо этим не пользуюсь, кстати. Давайте дальше посмотрим. Есть Profitability Calculator, Inventory Levels и Review Insights. Для этого нам нужно зайти на какой-то листинг. Но до этого скажу, что Helium 10 также дает еще информацию
Вот над осином, видите, вот такая вот штучка появляется, это BSR в категории и вообще в какой он категории находится. Сколько селлеров его продают, какой осин и так далее и тому подобное. Ну, то есть очень удобная штучка такая, когда вы просто гуляете по результатам. Давайте зайдем на осин, вот этот, и посмотрим, что еще можно делать с этим разрешением для Chrome. Давайте кликаем сюда, у вас есть несколько вещей. Во-первых, автоматически у вас добавляется вот такой граф, который мы до этого видели в начале видео. В этом графе мы можем увидеть статистику продаж. Я сейчас опять об этом поговорю. То есть слева цена, снизу дата. То есть видим, что 21 марта продукт продавался по 24.97 и его BSR был 428. Таким образом, мы можем смотреть историю продаж продукта, чтобы понять, нужен нам ли продукт, интересен ли нам продукт, и просто следить за его продажами. И тем, как он менял цену. Например, мы можем видеть, что продукт поднимал цену. Или мы можем видеть, что в какой-то нише цена продуктов падает. То есть очень прикольно. И он дает нам на год, на 90 дней, на все время. Я думаю, что этот продукт запустился чуть-чуть раньше, хотя не факт. Иногда просто, если там какие-то рестарты были или что-то мы не видим, просто очень много отзывов, и, или он прям умеет набирать, или просто, может быть, еще была история. Может быть, это какие-то склейки там древние, не знаю, что-то произошло. А может быть и нет, может быть, вот такой вот молодец этот чувак. Ну, что еще мы здесь видим? Мы можем видеть здесь Revenue Calculator, тоже добавляется к листингу. Что это такое? Здесь мы видим просто цену продукта, то есть поскольку продается, сколько стоит. Например, если цена продукта 24.97 на Амазоне, он нам стоит $5 в Китае, то есть если мы завозим его за $5, там, например, цена продукта 24.97, фи Амазона, как вы видите, 6.18 это fulfillment, это сколько Амазон берет за каждую продажу, и referral fee, сколько процентов он берет с продажи, обычно 15%. То есть 9.93 Амазон автоматом забирает. Продается продукт по 24.97, то есть $15 чистыми. Если нам стоит, не знаю, вот такой сет сделать, не знаю, $8, например, то $7 чистыми получается с продажи перед рекламой. Также справа мы увидим размеры продукта, его вес и какой он бренд, как он называется и какое место он в своей категории. Также можно это сделать чуть поглубже. Если нажать на Chrome Extension и нажать Profitability Calculator, здесь мы увидим все эти критерии, но на глубоком уровне. Размеры, вес, сколько стоит продукт, сколько стоит его завести. И здесь мы можем опять же подсчитать Profitability. То есть если мы пишем, что продукт стоит 24.98, да, стоит нам примерно $7, и доставить продуктов за килограмм, например, мы платим $1.8, да. Вот такая вот у нас цена за килограмм. За одну единичку будет $3,6, например. Тяжелый продукт. Там столько-то он весит нам, точнее, столько-то он стоит нам купить в Китае. Там столько-то Amazon будет забирать отсюда туда-сюда. Получается, что net, вот он покажет вам net, это сколько точно вы получаете чистыми за продажу. То есть $4. Если вы получаете $4, это маржинальность получается 16% или возвратные инвестиции ROI 36%. Окей, то есть и тут вы можете играться, то есть если вы смотрите, так, интересно, я в Китае нашел этот продукт за $3, а вообще я могу за полторушку или там за 1.4 килограмма сделать посылки морем, например, ага, здесь $8 чистыми, тут уже маржа 35% и возвратные инвестиции 143%. Окей, таким образом можете играться. Если вот такие вот размеры здесь, давайте увеличим размеры, там 16 на 10 на 1.85. А возможно, если 28 будет, да, то тогда уже больше размер, то есть, да, то фи Амазона будет больше, чем если там размер 10. Окей, тут снизу он будет вам подсчитывать это все за миллисекунды, таким образом можете понять, сколько вы зарабатываете с этого продукта. Это называется Profitability Calculator. Очень удобная добавочка, потому что можно понять, сколько вы зарабатываете с продуктом. Дальше, что у нас есть? Inventory Levels. Inventory Levels даст вам понять, сколько продуктов в стоке есть у этого осина. Скажу, что не всегда это работает, потому что иногда, если человек закрыл возможность заказывать больше, чем X продуктов, обычно больше, чем 10, там, по-моему, вот здесь вот quantity stock, да, вот у него 5, да, видите, максимум 5. Ну, неважно, если он поставил какой-то лимит, то мы не сможем понять через вот эту вот добавку, сколько у него есть в стоке. Если лимита нет, то эта программка может подсчитать, сколько же у него есть в инвентаре продуктов. Если есть максимальное количество заказанных продуктов, то есть количество максимальное, которое можно заказать, например, 5, то он никак не подсчитает это. Окей? И я особо не пользуюсь этим, потому что обычно люди, да, ставят максимальное количество заказов, которое можно сделать за один раз. И поэтому просто эта прога не работает. Но иногда она, да, работает. И для чего это надо? Например, если мы видим, что сегодня у продукта 20 продуктов в in-stock, да, а завтра стало 10,
да, через вот эту вот прогу, то мы понимаем, что 10 продаж было. И так мы можем следить за продуктом, смотреть, сколько продается. Но это может быть не совсем точно, потому что иногда может сток зайти в этот продукт, и может много чего произойти. Поэтому иногда это работает, иногда нет. Поэтому так, и пользуйтесь, но знайте, что не всегда это работает. Вот, ну прикольная штучка. А вот вообще крутая штучка — это Review Insights. Что это значит? Давайте зайдем. Здесь мы можем посмотреть и выкачать все отзывы. То есть, если мы хотим видеть только отзывы, которые с единичкой и в которых есть фотки, да, что произойдет сейчас? Программа выкачает нам все отзывы, которые одна звезда и с фотками. Например, мы делаем поиск продукта, мы хотим понять, как же улучшить этот продукт и на что люди вообще жалуются, да? Мы не хотим, чтобы на нас жаловались. Поэтому, например, мы найдем все единички с фотками, окей, нажмем Extract Reviews. Теперь он проверит все эти там 1000 отзывов и вытащит нам, 25 отзывов. 25 отзывов, да, есть единичка и есть фотка. И таким образом мы сможем посмотреть как бы вот этот вот отзыв. То есть вот видим junk, don't waste your money. Есть такой отзыв. I'm pissed. I thought these were going to funnel. Hold up. I don't think they're even bamboo. I conditioned them, everything, and two of them spiritually fell apart. Короче, он помыл их, у него они развалились. И он показал вот эту фотку. То есть, видите, у него отпал кусочек. То есть, что мы делаем? Мы должны нашему поставщику сказать: так, слушай, я вижу, что вот эта часть у всех отламывается, давай как-то ее усилим, может быть, используем лучше дерево или клей какой-то лучше там, окей? То есть с помощью Review Insights мы можем, скажем так, находить проблемы потенциальные в продукте. Также мы можем сделать кое-что другое. Если мы пойдем, я сейчас закрою здесь, да, если мы зайдем в Review Insights, вот здесь, и нажмем, например, выкачать все 3-звездочные отзывы, да, в 3-звездочных, например, мы можем иногда понимать, ну, обычно в 3-звездочных человеку что-то понравилось, но что-то не понравилось, и таким образом он тоже может давать такую умную критику, как бы. И здесь мы можем эти продукты, эти отзывы находить. Вот, например, сейчас 2000 отзывов, блин, сейчас он пока загрузится, давайте я лучше сделаю еще раз, то долго грузить. Сделаем 3-звездочные, да, только с фотками, а то долго, ой, блин. Сделаем экстракт с фотками. Вот тут 96, это побыстрее чуть-чуть будет, окей? И вот spend money for better quality. I really wanted to love this cutting boards. То есть, видите, что-то ему понравилось. Тут split wood, опять же, что-то разломалось. Do not buy. 4 месяца сломалось. Это все троечки, да? Хотя здесь вот и единички тоже показала, да? Еще есть прикольная тема Review Analysis. Что такое Review Analysis? Это возьмет какие-то повторяющиеся фразы в этих отзывах и покажет нам. Вот он пишет, что 11 раз повторяется слово cutting boards. Ну окей, ну cutting boards понятно, это само название продукта. Но я вижу, что mineral oil повторяется 7 раз. Я думаю, почему? Mineral oil. Falling apart. Bought the mineral oil and have treated as recommended. Вот он пишет, что у него начал распадаться продукт, он купил какое-то минеральное масло и использовал его. I've been using mineral oil on the boards every time. Короче, вот mineral oil получается, что он, видимо, помогает как бы улучшить не то что качество, а скорее жизнь продукта, да? Что это может, какие-то идеи может мне дать? Скажем, я думаю, так, интересно, а может быть я запущу эту досточку вместе с этим минеральным ойлом, да? Или может быть просто отдельно запущу mineral oil, да? И можно как бы, ну там, рекламить, скажем, где-то на этих продуктах даже, да? Потому что это похожий продукт, который может помочь этому продукту работать лучше, да. Иногда мы можем тоже найти разные, скажем так, фразы, которые повторяются, да. Вот, скажем, month after, да, месяца после. То есть, наверное, через несколько месяцев у него сломалось. Что это значит? Мы можем взять этот продукт и протестить его пару месяцев, положить его в кухню, работать с ним там, попробовать его в водичку положить там. Короче, пробовать испортить его несколько месяцев. Посмотреть, сколько месяцев он у нас будет держаться, окей? То есть очень прикольная вещь, это Review Analysis для понятия продукта вообще, для улучшения продукта, для поиска продуктов. Также можно посмотреть все вопросы об этом продукте. Ну, это можно сделать в Амазоне, но здесь он тоже их выкачивает. Короче, такая прикольная штучка тоже. Очень советую вам пользоваться вот этим вот Review Insights. Также можно научиться пользоваться Chrome Extension, если нажать вот здесь. И тут будут всякие видео от Helium 10 по экстеншену. Также хочу еще раз вам сказать, что есть Helium 10 Plans. Если вы хотите вложиться в Helium 10 и использовать эту прогу, то у вас есть код VOVA50, который даст вам 50% скидки на первый месяц, или VOVA10, который даст 10% скидки каждый месяц на Helium 10. И я надеюсь, что вам понравился этот ролик. Спасибо, что посмотрели. Есть видео, вот здесь он сейчас появится, где вы сможете использовать
скажем так, купоны, я вам объясняю, как ими пользоваться, куда их вставлять, хотя все очень просто, но иногда люди пропускают это. Будет здесь видео. Лайкните видео, если вы еще здесь. Спасибо за просмотр. Удачи вам. Надеюсь, это видео вам поможет. И удачи вам на Амазоне. Пока-пока.